Мерасаман! Ой, то есть... Мое почтение, вы на канале Про Театр, и мы в Индии. Театральная традиция Индии одна из самых древних. Она зародилась еще 2000 лет до нашей эры и упоминалась в Ведах, древнем историческом трактате. И сегодня мы узнаем, что думают индусы о Чехове, что такое Натья-шастра и почему обед на двоих в местном буфете стоит как один бутерброд в Московском театре. Мы тут запаслись немножко русской классикой, чтобы ничего не подхватить от этой индийской красочной культуры, так что не переживайте, мы будем в порядке. Мы сейчас находимся в Бангалоре. Это один из самых крутых и самых продвинутых районов вообще в Индии. Тут живут айтишники, они тут занимаются всякими разработками, и все то, что американцы сплавили разрабатывать и собирать, это все находится вот здесь. Но также здесь находятся и театры. И сейчас мы поедем в один из самых красивых театров Бангалора. Ну, вообще-то это концертный зал, но спектакли там тоже проводятся. Уже заказали Uber. Да, Uber, конечно, здесь не самое лучшее. Это называется рикша, вот, и на них можно доехать везде. Они тут, говорят, даже быстрее, чем обычное такси, потому что людей много, ждать очень долго, и поэтому дешевле всего ездить вот на таких вот рикшах. Чаудия Мемори Холл находится в западной части города и является одним из самых больших театров в Бангалоре. Он представляет широкий спектр театральных форм, включая музыкальные спектакли, танцевальные выступления и даже комедии. Ну, такой аналог олимпийского. Здесь может выступать как театр, так и местный шансон. Но в целом раз в месяц даже можно попасть и на театральное мероприятие. Мы, правда, на него не успели, что обидно, но зато можем полюбоваться снаружи. Выступал здесь даже местный аналог театра «Импров», о котором мы говорили в ролике про импровизацию. Говорят, что акустика здесь неплохая, везде все слышно, но также предупреждают, что нужно защититься от комаров, ведь рядом озеро. Ну что я могу сказать, внутри немного напоминает завод ЗИЛ, если вы были на нем. Но интересно расписаны потолки, красивые, и в целом такая индийская атмосфера. You see the bus? Yes, Yes. the bus. No, further up. Further Right up. in the end. Okay. And you turn, that's the big road. You see a cafe, Okay. you see everything there. Okay. But if you're thirsty, they give you water. Yes, water. Thank you. But what you need for it? One or two? I think one. One is enough? Okay. You have the money or you want me to pay? Yes, we have money. Sure? Don't worry. Okay. Добрый дядюшка индус даже предложил купить нам воду, потому что увидел, что мы стоим и не знаем, куда идти. Вот, так что душевность и радушие – это одна из главных черт индусов, я так думаю. И, конечно, передвигаются здесь все не на мерседесах, а на вот таких вот прекрасных мотоциклах или на моторикшах. Потому что, во-первых, так удобнее, можно вписаться куда-нибудь в поворот и спокойно себе доехать без пробочек. А во-вторых, Мерседес, если купил себе, то в тебя может какой-нибудь моторикша вписаться, и все, твоему Мерседесу ант, ну или это, хана по-индийски. Ну и рикши есть разные, как убитые в слюне, так и модные, затюнингованные. И им не важно, переходит ли человек дорогу или даже стоит корова, их священное животное, мчат на всех парах. После этого фильмы Болливуда не кажутся странными, все так и есть. Можно, конечно, взять мопед на прокат или модный электровелосипед, но в таком потоке способны гнать только профессиональные индийские каскадеры. Когда едешь на рикше, можно увидеть достаточно много всего. Местную разборку с полицией, автобус, направляющийся, внимание, в христианскую школу, и даже название новой модной балетной постановочки. Bolero, Maxi Truck Blues, Power Steering. И рикши тут используются просто повсеместно. Рикша-такси, рикша-мусоровоз, рикша-молочник, да даже рикша-продавец помидоров. Мне кажется, я придумал отличную идею для индийского театра – рикша-театр. Ну а что, и город посмотрел, и театр такой для двоих, променад, насладился видами и послушал классические звуки индийского Бангалора.
еще у меня создается впечатление, что при въезде в Индию включается, перманентная услуга кубышка от Тинькова. Потому что все суммы округляют, сдачу монетами дают только если ты на какой-нибудь кассе, где все под строгим учетом, поэтому все, что больше нуля, округляется в большую сторону. Итак, мы находимся в магическом месте. Это Indian Music Experience Museum. Тут есть всякие разные индийские арт-объекты музыкальные. Поэтому сейчас будем изучать, что тут как, так сказать, вдохновляться этими мотивами игры на ксилофоне и прочих музыкальных инструментах. Так что давайте пойдем и посмотрим, что тут предлагает самый интересный интерактивный музыкальный музей. Если ты встанешь по центру, то, возможно, ты услышишь симфонию из разных звуков и насладишься медитацией. Для этого вы можете скачать приложение, либо попросить своего друга, чтобы он побегал и вот так вот постучал. Интересно, проверяют возраст посетителей. Кладешь такую маленькую пуговку и все. Такой вот социальный опрос. Большой списочек тех, кто основал и пожертвовал этому музею денежки, так что, да, список довольно внушительный. Пишут, играйте громко, я пытался на этом расстроенном пианино, но все равно каждый, кто приходит сюда, создает немножко музыки. Рассказывает историю индийской музыки. Сначала были этнические мотивы, потом пришел рок. В общем, довольно подробный экскурс. Заходим внутрь. Звуки хора. И тут очень много пустоты, хотя ощущение, что поют живые люди. В общем, мультик про то, что музыка, она везде. Ее нужно только слышать и прислушиваться к тому, что происходит вокруг. Тогда вы будете слышать музыку everywhere. Создаем свой неповторимый микс. Ну что, как из меня диджей? Но тут проблема только в том, что нужно использовать все инструменты, ты не можешь пропустить какой-то из них, и поэтому все превращается немножко в такую вот кашу. Но это индийская музыка, так что привыкаем. А это что? Это кто? Вы мне подскажете, что здесь забыл Сергей Матвиенко? Ну и снова вопрос с пуговицами. Я думаю, что я счастлив, а здесь, пожалуй, придется набрать пуговиц и в каждую положить по одной. Здесь можно увидеть традиционные индуистические молитвы, какую нужно петь, в какое время. Так что, если вы новички в индуизме, то не запутаетесь. А это настоящие индийские сказки. Каждая дверка – это отдельная глава какой-то истории. Поэтому, если у вас маленький ребенок, то вам не придется придумывать новые, ведь все они нарисованы здесь. А еще ты можешь почувствовать себя в шкуре настоящей индийской звезды. Нет, я не про это. Я про то, что ты можешь побывать в настоящей звукозаписывающей студии. Если, конечно, индийские девушки не будут там танцевать и петь полчаса.
В общем, здесь все просто. Выбираешь песню, слушаешь, как она звучит, понимаешь, что не знаешь индийские песни, и уходишь отсюда. Можешь потанцевать. Еще один из способов передвижения – это местное метро. Оно построено над землей, всего 2 линии, поэтому если вам случайно по пути, то тогда можете поехать на метро. Но преимущественно здесь я, конечно, ездят на рикшах. В метро, в принципе, аккуратно, кондиционеры работают, обезьяны бегают, на входе досматривают. Женщин отдельно, мужчин отдельно. Да, и входы тут очень странные. Есть только для мужчин, а есть только для женщин. Нам свистели, я думал сначала, что нельзя снимать, но на самом деле это просто... Я просто пытался зайти в вход, где только женщины заходят. Как мы выяснили позже у местных жителей, женщины, защищая свои права, добились отдельных вагонов только для женщин. Мужчинам туда вход запрещен. Все из-за социальных проблем с сексуальным абьюзом. Если женщина хочет, она может войти в вагон с мужчинами, но вот мужчинам строго-настрого запрещается входить к женщинам. Так устроены первые вагоны метро, в оставшиеся входить может кто угодно. С одной стороны, хорошо, мужчин очень много и можно спокойно посидеть в час пик. Но с другой стороны, внешне эти ленточки выглядят наоборот, как признак неравенства. Новые ветки метро собираются строить, они сейчас в процессе постройки, но учитывая то, насколько индусы медлительные, удобство придет в Бангалор еще не скоро. Удобство на время. Стройка навсегда. Не, вообще, знаете, я подумал и понял, что мне нравится моторикша. Такой, знаете, современный тарантас с мотором. По удобству ощущение, как будто на мотоцикле, но на удобном мотоцикле. Типа мотоцикл с диваном. Ох, короче, какой-то сумасшедший нам попался дед Шумахер на рикше. В общем, пока мы тут ни в кого не врезались, я вам советую подписаться на наш Бусти. И там очень много полезного контента мы выпускаем после того, как посещаем эти страны, там много того, что не вошло. Вот, и отдельно мы создадим цель. Если вам нравятся такого формата ролики, где мы путешествуем по разным странам, то мы создадим сбор, где вы сможете помочь нам посетить самые топовые театральные фестивали и самые топовые театры по всему миру. Так что подписывайтесь, ссылочка в описании. Ну что, друзья, мы находимся в самом северном театре Бангалора. Добираться сюда очень долго, поэтому если вы не живете тут, то готовьтесь потратить часа 1,5, а то и 2, пока сюда доберетесь. Спектакль мы, конечно, не выбирали, потому что выбирать тут особо не приходится. Спектакль идет 1 или 2 раза в неделю всего лишь. Но оно и понятно. Это место является не просто театром, а площадкой для разных театров, таким арт-пространством, в котором одновременно может проходить и лекция, и спектакль на 200 человек, и даже кукольный театр на крыше этого здания. Основан театр Джагрити в 2011 году вот этими ребятами. Чтобы не напутать с ударениями, я просто напишу, как их зовут. На стенах афиши спектаклей разной давности, вывеска, что в этом пространстве была постановка, победившая на индийском фестивале в 2022 году, и диплом какого-то студента, закончившего с отличием Тринити колледж в Лондоне. Серьезные ребята играют, не иначе. А по субботам вот в том пространстве проводятся открытые микрофоны. Каждый сюда может прийти, что-нибудь рассказать, какой-нибудь стендап. Я тоже заготовил пару шуточек. Ну чё, народ, бывали проблемы с Adobe? Ну да, там который Photoshop, Premiere и остальная семейка этих программ-долботрясов, которые найдут 1001 причину, лишь бы не работать. О, мне не хватает оперативки. О, сегодня не работаю, у меня шаббат шалом. Порой бывают такие баги, что, кажется, никто на планете тебе не поможет. Но это не так. Есть одни ребята. Если ты слышишь их голос, то значит, твоя проблема уже на 99% решена. Обычно их туториалы начинаются так. Hello, welcome to my tutorial. Hello, GitHub. Oh, go. Oh, okay. Now, if you like it, thumbs up. Не, я, конечно, учил English в школе, но похоже, что нужно было учить English.
Да, Д и Г, всего 2 буквы, такая большая разница, почти как давно и говно. Ну чё, как вам мой стендап? Насколько плохо, пишите в комментариях. Но на самом деле в этот открытый микрофон может записаться абсолютно любой человек с любого качества материалом, поэтому я бы не рисковал. А лучше сходил на одну из множества стендапов, которые тут проходят везде, даже по телевизору. И они очень смешно делают повторы этих самых смешных моментов, как бы усиливая эффект. Но лично мне в это время кажется, что просто телек глючит. Театр, конечно, небольшой, но со всеми световыми приборами, с кондиционером и, главное, с индийским настроением. Так вот, история о Кабулевале написана Рабиндранатом Тагором еще в конце 19 века. Рабиндранат – почетный владелец Нобелевской премии по литературе. Это история об афганском мигранте из Кабула, который был вынужден мигрировать из-за очередной войны в Афганистане в Индию, в Калькутту. Трогательная история о Кабулевале и маленькой индийской девочке, в которой он видит оставленную далеко на родине свою дочку. Он дарит бесплатные подарки, рассказывает историю о большом слоне, которого он носит у себя за спиной, и очень скучает по своей семье, но не может вернуться назад. Мигрантов не любят везде, и эта история была написана в 19 веке как раз для того, чтобы стереть эти предрассудки. Но, судя по радушным индусам, которые даже воду предлагают для тебя купить, с предрассудками у них все в порядке. Для написания адаптации этого спектакля были приглашены сами Кабулевалы, поэтому историческая составляющая проработана четко, лучше, чем в сказке Тагора. Кабулевалы – это в первую очередь торговцы, ростовщики и продавцы экзотических сухофруктов и парфюмерии из Афганистана, которые десятилетиями живут в Калькутте. Поставил этот спектакль Бангалорский малый театр, который аж с 1960 года занимается адаптациями старых историй и постановками пьес современных авторов. Все вы знаете Pizza Hut, да? Так вот, мы взяли комфорт чиз, и он какой-то не комфорт. У нас было бы нарисовано там 3 перчика. Здесь ни одного перчика, ни одного. When it's not spicy, it's not comfort. You see? Сегодня мы направляемся в театр Ранга Шанкара. Его хотел построить известный актер, сценарист, продюсер киноиндустрии Индии. Но, к сожалению, он рано скончался, и эту идею подхватила его жена и построила в честь него театр. Называется Ранга Шанкара. Актера звали Шанкарнак. Вот. А Ранга – это в переводе «сцена», то есть сцена Шанкара. А еще в индийских театрах очень много диалектов. Вот, можете заценить разнообразие. А в нашем регионе очень популярен язык Каннада. И именно на этом языке будет сегодняшняя постановочка. В театре Ранга Шанкары сказали, что билет можно купить только на Book My Show. Зачем тогда при театре есть касса, не очень понятно. Сайт для заказа билетов очень удобный, аналог нашей Яндекс.Афиши. Тут тебе и кино, и театры, и билеты на спорт, и все это в разных городах Индии. Так что очень комфортно, если, конечно, у вас есть иностранная банковская карта. Итак, мы находимся у театра Ранга Шанкара, он был построен в 2004 году, и это один из 3 самых популярных театров в Индии. Еще есть один притхви театр в Мумбаи и Национальная школа драмы в Дели. Вы, кстати, можете быть первыми, кто загрузит ее фото в TripAdvisor, так что поторопитесь. Спектакли здесь идут тоже не часто, 4 раза в месяц всего. Если вы хотите каждый день ходить на спектакль, то вам в Мумбаи, там вот есть театр, в котором идут каждый день постановочки, а здесь всего раз в неделю, поэтому нам выбирать не пришлось, и мы выбрали. Да, это Чехов, представляете, в Индии. И самое главное, что мы знаем, о чем этот рассказ, потому что иначе мы бы ничего не поняли на их местном языке. Нужно надеть масочку, потому что у них все еще карантин, но самое главное, что здесь есть, это буфет. Да, в Индии не так популярны театральные буфеты, но в некоторых самых крупных театрах они все-таки есть. И сейчас мы его протестируем.
Как вам такое? Внимание, за 320 рублей мы купили целую тарелку макарон вкуснейших, наверное, с вкуснейшим соусом. Сейчас мы будем пробовать. Личи сок, горячий шоколад и даже брауни-десерт. Как вам такое, а? Еще плюс этой кафешки заключается в том, что ты можешь, в принципе, в любое время сюда зайти, не обязательно в день спектакля, и просто что-нибудь дешево перекусить. Ой, короче, давно мы с Вано мечтали снять эту рубрику «Буфет Патруль». Наконец-то она стартует в Индии. Давайте поддержим ее лайками. Если вам такое нравится, то мы по театрам Москвы тоже замутим «Буфет Патруль». Давайте соберем хотя бы 500 лайков для начала. Вот, и мы снимем первый выпуск «Буфет Патруля» в Москве. Это очень вкусно. Это очень вкусно, это не остро. Это вот этот тот самый комфорт-чиз, который мы хотели купить в Пицца-Хате. Это он. О, так, ну что, я все съел. Тарелочка была глубокая, макарон было много. И самое время поставить оценку этому заведению, что могу сказать. Так, ну по питанию я, наверное, поставлю 5 из 5, потому что здесь все сытненько, всего много, выбор большой, в отличие от многих других подобных заведений. Тут можно полноценно пообедать, поужинать, позавтракать, есть множество разных десертов, поэтому выбор большой, за ассортимент ставлю тоже 5 из 5. Так, следующее, что нужно оценить, это атмосферу. Атмосфера тут довольно индийская, похожа чем-то на очень хорошую столовую. Вот, потому что столы стоят на таких кирпичах больших, такие скамьи, поэтому на атмосферу немножко снижу балл, поставлю ему 3,5 где-то из 5. Ну и самое главное, стоимость. Стоимость это 6 из 5, наверное, потому что это самый дешевый буфет, который я когда-либо видел в жизни своей. Отличная столовая. Если хотите полноценную рубрику, где у нас будут полноценные категории, мы будем с Вано ходить и обозревать московские буфеты, ставьте лайки, наберем лайки, будем ходить. Все, давайте, потому что это очень дорого, нам поддержка в целом тоже нужна и понимание, что вам это интересно. Ну все, давайте, теперь точно уже увидимся на спектакле. Ну, конечно, на спектакль мы попали, но куда садиться непонятно. На билетике написано 9,8, мест тут как таковых не указано, и все, похоже, садятся на свободные места, поэтому мы в замешательстве небольшом. Выглядит зал не так помпезно, как в Жагрите театр. Такие мягкие скамьи, но в целом зал довольно большой. How often do you go to the theater? This is my second time actually. So my friend is performing today, so I came to watch her. Oh. There was a huge gap actually, almost like 6-7 years. After that, we are coming. Do you know Chekhov? Yes, I know Andrew Chekhov. Chekhov? Do you know? No. I read do his you read? stories during my school time. Oh. We had his lessons like the poetry and all in our school syllabus. Do you know Chekhov? Chekhov. Yeah, I have heard about it. How was the performance? No, awesome. You like it? Really Yeah. awesome actually. I like it. I don't know much about Chekhov's story, but I heard about Chekhov. And today I got to know about one of the incident. It was actually very interesting. I thought it will continue for. I was expecting some more, but it ended. It was actually good. I'm a data analyst by profession, and one day, some 10 years ago, I came here to the exact same theater, saw my first play, fell in love with it, and then became an actor. And as they say, one good role is all it takes, and you're an actor forever. That's what happened with me. Of course, Anton Chekhov is a favorite among many here in India, especially for suspense thrillers and which are about human connect. That's something which appeals to everybody across the country. So in terms of a social connect, probably the things in Russia are different, things in America is far different, but the human connect across the globe is the same. How I relate to my friends or my family, that's an emotion which is common. And Anton Chekhov is one of the best at bringing that out.
practice theatre and cinema in the city of Bangalore in Karnataka, India. We follow our theatre practice in a language called Kannada. Kannada is a more than 2,000-year-old language. In India, we have about 35-40 major languages which are spoken in different regions. I come from the southern region of India, where there are about 15-20 languages primarily. Important amongst them Kannada, English, Telugu, Tamil, Malayalam. And there are many sub-languages inside each of these major 4 languages. I follow Kannada for my practice of art. We've all been taught and talked a lot about Grotowski, Stanislavski, Brecht. We also have our own very strong culture of learning performing art through Navarasas. Navarasas are the 9 emotions which are written in Indian context. Again, the Navarasas were written thousands and thousands of years back. I think it's more than 3,000-year-old document of performing art. So Navarasas is something which I keenly read, observe, follow when I devise my performance. Even in that, there are quite a few different patterns of performance. Naturalists, realists, and stylizations. In stylization, we have a lot of folk culture in our tradition. So there are various kinds of forms of folk art. Suiting a different play, we try to inculcate in some storytelling, we try to inculcate some form of a folk practice. In some, we go on the realistic mode. So when you watch Indian theatre practices, you get to see a lot of vivid varieties of performance. Do you know Stanislavski, Meyerhold? Yeah. The Actor Prepares is a very popular book of his, and he talks about how an actor should be involved in every process of the stage, and then including sweeping the stage before he gets on it. So he says the actor should be familiar with every inch of the stage so that he feels at home when he's walking around. He should not be wondering where the stage ends, where it's begin. It should be in his bio-memory. There are also Brecht form of theatre that comes in. That is only when there is a creative liberty to do that. That's not going to work out in every play. Maybe in a comedy or a satire we try that. Just come out of character, say something that is related to current events, make fun of it. But yeah, from our team it's mostly very traditional way of Indian theatre. Одной из самых древних форм театра в Индии является санскритский театр, который был популярен в период с 200 года до нашей эры по 1000 год нашей эры. Этот театральный стиль был основан на древних индийских текстах, таких как Натья-шастра. Натья расшифровывается как представление, шастра как правило или руководство. То есть получается, что Натья-шастра – это такая древняя инструкция по тому, как играть, как одеваться, какие декорации ставить, какой грим, как танцевать, как петь. В общем, инструкция довольно подробная. Состояла она из 36 тысяч стихов. До нас, правда, в письменном виде дошли всего 6 тысяч, но тем не менее. Написан этот трактат Бхарати Муни, который жил еще задолго до нашей эры. Он был древнеиндийским мудрецом и, согласно легенде, был первым, кто создал театральное искусство в Индии. Спектакли классического санскритского театра построены на религиозных сюжетах, поэтому предварительно желательно ознакомиться, кто кому шило, чтобы не запутаться в этом изобилии. Разумеется, посетить все известные формы театрального искусства за один выпуск невозможно, ведь тогда придется путешествовать по всей Индии. Театральные формы зарождались в разных регионах. Катхакали, например, родом из штата Керала, Манипури из штата Манипур, Кучипуди из штата Андхара-Прадеш и Бхавай из штата Гуджарат. И не вся индийская культура сводится к народным костюмам, танцам и песням. Сейчас в театрах очень много экспериментов. Ну и разного рода других развлечений для зрителей, типа комедий, стендапов. Не зря же они здания строили, надо использовать по полной. Людей много, поэтому построить здания под разные развлечения места попросту не хватает. Поэтому популярны вот такие вот арт-пространства. Но если вы все-таки хотите охватить наибольшее количество театральных форм, то вам на театральные фестивали. И в Индии их тоже немало. Да, я еще никогда не видел, чтобы основой греческого салата был лук.
Ой, даже самые неострые блюда здесь пытаются сделать хоть чуть-чуть островатым. Да, и такие QR-коды здесь есть везде. Они дают нам скидки и на рестораны, и на билеты. Это наш аналог СБП. Вот. Но поскольку мы не обладатели иностранной карточки, то на нас она не распространяется, поэтому платим наличкой. На самом деле много всяких заведений есть, как супер дешевые, так и в целом как средние московские. Но еда везде вкусная, что хорошо. Если она не слишком острая, конечно, и вы не сможете это есть. Так, мы находимся в месте, которое называется Лахе-Лахе, и это не совсем театр в привычном понимании. В Фейсбуке у них написано «Театр перформативных искусств», а по факту это же больше похоже на площадку для творческих людей. Здесь очень много этажей, на каждом из них параллельно какие-то проходят мероприятия. Зала с мягкими стульями здесь нет, поэтому, извините меня, разувайтесь и сидите на полу. Но зато здесь очень много талантливых людей. Также здесь проходят открытые микрофоны, видимо, тут очень популярен жанр комедии, мастер-классы, киноклубы, медитации, чтение стихов, ну и с театральными постановочками сюда приезжают. Например, сегодня вечером пройдет социальная постановочка про женщин, где 32 девушки в 48 одноминутных историях поведают о всех проблемах, с которыми сталкивается местное женское сообщество. Но, к сожалению, места здесь мало, поэтому туда уже все раскуплено. Поэтому мы пойдем на не менее интересное представление в жанре сторителлинга. Называется оно «История Махабхараты». Мы совсем недавно рассказывали про сторителлинг, поэтому вот как раз актуалочка подъехала. Естественно, всю историю Махабхараты за 2 часа не расскажет даже самый именитый сторителлер, поэтому здесь была всего лишь одна из многочисленных историй, которые эта женщина собирает по всему миру. I totally agree. We did not have a one-size-fits-all Mahabharata. После спектакля она даже подошла к нам, как к иностранцам, чтобы узнать, все ли мы поняли в этой запутанной истории. I was very concerned because the story has multiple characters and they keep coming. It's very difficult to start a story and just do it in 2 characters. So I was like, I hope what I'm saying is making sense. The whole ethos of that place is to make theatre affordable. Therefore, the tickets are also not very expensive. The food is also not very expensive. It's a prestigious place, like, you know, in Bangalore. I mean, not even just in Bangalore, but if you're a traveling theatre company, you performing here is like a feather. Дорогие друзья, сегодня мы достали билеты на спектакль, на котором всегда аншлаг. И это индийская свадьба. Каждый хочет посыпать рисом на голову молодоженов. Вот, и очередь огромнейшая. 1000 человек. Обычно от 1000 до 10 тысяч человек на свадьбе индийской. Здесь где-то около 2000 человек. Представляете? Если до этого мы были на каких-то современных постановочках, то это настоящий санскритский театр. Вообще от индийской свадьбы ждешь ярких танцев и громких песен. И все эти танцы и пляски есть. Но на севере Индии. Юг очень консервативен, поэтому большую часть времени звуковое сопровождение вот такое. Кто-то разговаривает друг с другом, дети играют в Fortnite, и все как будто чего-то ждут. Хотя свадьба уже идет. Вот же она. Вот ритуалы, где молодожены защищаются огнем от злых духов. Вот, они делают 7 шагов, каждый из которых – это определенное обещание своей второй половинки. Замужние женщины благословляют их куркумой. И да, спасибо вот этой очаровательной девушке, что рассказывала нам о происходящем и подписалась на наш канал. Если вы это еще не сделали, я вас не понимаю вообще. Ну вы что, подписывайтесь. Так вот, ритуалы и таинства – это хорошо. Но, во-первых, ты никаким образом не поймешь, что происходит, потому что нет такого привычного для нас ведущего с микрофоном, который все объяснит. А во-вторых, даже если ты сидишь в первом ряду,
Все ритуалы загораживают спины фотографов. Они, конечно, молодцы, снимают нормально, профессионально, может, даже музыку на монтаже добавят мистическую. Но нам-то как разглядеть все, что происходит? Мне приходилось натурально подбегать и снимать для вас эти вкусные кадры между ногами фотографов. Да, кстати, раз дело дошло до свадьбы, это значит, что они астрологически совместимы. Так что в счастливом браке можно быть уверенными. Наверное. Ну, то есть они подходят друг другу, но опять же из-за обычаев и традиций виделись они несколько раз. Невеста уже сегодня должна переехать в дом жениха, но она даже ни разу не была там в гостях. На обед дают всякое. Нужно отметить, что провести свадьбу даже на 1000 человек удовольствие не дешевое. Но если ты можешь есть Jesus Spicy еду, то можно наесться на день вперед. Про то, что индийцы едят одной рукой, на банановых листах, еду раскладывают из ведер, я думаю, вы все знаете, смотрели ролики, поэтому мы пойдем дальше. Всем гостям дарят по кокосу и банановому листу. На удачу! Голодные таможенники их, правда, с удовольствием отнимают, поэтому кокос мы так и не попробовали. Зато провести с собой в России удалось узоры на руках. Красиво. Это в Индии есть такая традиция, что всем подругам и родственницам невесты расписывают руки мастера. Это хна. Сегодня она оранжевая, а завтра она станет таким бордово-коричневым цветом. Держится примерно неделю. Вот. Такая временная татуировка. Does it mean something, all this symbols? Yeah, It's like a what I saw. man, right? Yes. This is the groom. Oh, okay. And this is the children? No, this is bride and the groom. So the groom is keeping the cook. It took 6 hours. Yeah, at 9:15 or 9:30 we started. Okay. And till 2:15 or something. 1000 лет назад, когда придумывали ритуал, никто не знал, что из-за хны на руках ты не сможешь просто разблокировать свой телефон отпечатком пальца. Да, не продумали, не просчитали. Невесте разрисовывают и руки, и ноги, и после этого она 3 дня до свадьбы не может выходить из дома. Вообще, перед свадьбой преображается весь город. Так как гостей много, то тут, то там можно увидеть рисунки перед воротами тех, кто приглашен на свадьбу. Украшают и дома. Вы видели когда-нибудь 3-й глаз на двери? Теперь видели. Да, еще одна традиция. Кольца – это тут просто помолвочная история. Самый главный признак замужней женщины – это золотое ожерелье, которое ей надевают, и она никогда в жизни не может его снять. Ни в душе, ни во сне. Все, ходишь так всегда. И чем богаче жених, тем ожерелье может быть тяжелее. А муж ничего не обязан носить всю жизнь. Да, как-то так. Может, конечно, показаться, что я слишком скептически отношусь к чужой культуре, но это вам только кажется. Для нас же это все ультра необычно и ультра неожиданно. Если на севере Индии у тебя может реально снести крышу от иммерсивных танцев, то здесь все строго, канонично, с соблюдением дистанции сцена-зал. Совсем другие эмоции. И мы с Настей были очень счастливы получить контрамарочки на такое знакомство с необычной индийской культурой. О, мы прямо тут едим острую еду. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если понравилось. Смотрите ролик из Грузии, который снимал Ваня. Намасте. Парда.